все поры, чтобы они были закрыты. Ребята, всем привет! Есть у меня вот такой вот кусочек старого дерева. Нашел на улице, он сухой и довольно-таки на первый взгляд невзрачный. Но это только на первый взгляд. И мне кажется, из этого дерева должны получиться очень и очень красивые поделки. И сегодня я хочу кусочек этого дерева попробовать стабилизировать в эпоксидной смоле с помощью своей вакуумной камеры. Сейчас нам нужно развести немного эпоксидной смолы, поместить туда кусочек дерева и потом все дегазировать. То есть удалить весь воздух и в том числе из внутренних пор, куда будет засасываться вместо воздуха эпоксидная смола. Эпоксидку мы дополнительно подкрасим, чтобы усилить эффект. И чтобы эпоксидная смола стала еще более жидкой, я ее сейчас дополнительно нагрею. Но не сильно, градусов так до, наверное, 40. Эпоксидная смола получилась очень жиденькая, что нам и нужно. И теперь быстро ставим ее вакуумироваться. Помещаем нашу заготовочку в эпоксидную смолу. Немножко не рассчитал я эпоксидку, надо было чуть-чуть побольше. Ну, самое главное, что меня интересует, это нижняя часть, а именно вот эти вот все поры, чтобы они были закрыты эпоксидной смолой. Немножко прижимаю с самого начала, чтобы создать хороший контакт. И все, процесс пошел. Так идет процесс. Как-то она неровно стала, не нравится мне. Сейчас, наверное, положу, придавлю чем-нибудь тяжелым сверху. Положил теперь уже боком, оказывается, она влазит. Итак, даже лучше будет. И сверху придавил тяжеленькой деталью. Все, процесс пошел. Бурно пошла дегазация. Поднимается пена, обильно выходит воздух. Воу-воу-воу-воу. Очень много воздуха, очень много пены поднялось. Немножко запустим. Уже видно внизу, что слой совсем без воздуха. Мы продолжаем. Надо следить, чтобы пена не пошла через верх. Перекрываю кран, а то все выльется. Пускаю воздух. Немного. И продолжаем. Вот так, ребята, и происходит дегазация. Очень интересно. Много я видел раз в интернете, как делают другие. Но поверьте, самому это гораздо интереснее, когда это ты делаешь сам. У меня, в принципе, на канале основной посыл именно побудить вас заняться чем-нибудь. Делать вещи своими руками, воплощать в жизнь свои идеи, которые, может быть, лежали еще с самого детства. Фантазировать, мечтать, творить. Ну и повторяем. Пошел дымок. Значит, процесс пошел. Видно, как интенсивно воздух выходит из самих пор дерева. Такие большие пузыри прям. Решил, ребят, переложить в баночку повыше и добавить эпоксидной смолы. Я вам скажу, уже по весу чувствуется, что она ровно в 2, а может быть и в 3 раза тяжелее стала. Сколько осталось эпоксидной смолы? Половина ушло вовнутрь.
Очень-очень много воздуха выходит. Посмотрите, сколько пены. Оставляю так где-то на минуту, на 2, чтобы пузырьки лопались и выходил воздух. А сейчас из древесины выходят мелкие-мелкие пузырьки воздуха. Уже, наверное, самые последние. Пена перестала уже подниматься вверх. А даже наоборот уменьшается уже ее количество. Перелил в новую емкость, пытался подогреть немножко эпоксидную смолу, чтобы интенсивнее выходили пузырьки, но подплавил бутылку и поэтому перелил в новую емкость и уже окончательно буду дегазировать здесь. Отрубили свет. Блин, не успел я дегазировать, ребят. Ну ладно, что делать. В принципе, по максимуму получилось. Ну все, ребят, оставляю в таком виде высыхать. Все, ребят, эпоксидочка высохла. Сушил я такой слой около недели. Получилось очень качественно. Это специальная эпоксидка для больших объемов. Для толстой заливки можно сразу заливать 6-7 сантиметров. Поэтому так долго она застывает. И сейчас хочу попробовать распилить, посмотреть, что у меня там получилось внутри. Пока из пил у меня только такая. Торцовки нету, на циркулярке не хватит у меня высоты. Так что сейчас прижму струбцинкой и буду потихоньку пилить. Есть вот такой вот блинчик получается. О, видно, что все поры и трещины абсолютно заполнены эпоксидной смолой. Красиво. И можно намочить, чтобы лучше было видно. О, какой выбрать рисунок для кольца, в каком месте размечать. Итак, попытаюсь сделать сразу 2 кольца. Сделал, ребят, 3 заготовочки. Здесь в этой что-то не совсем удачно, мне нравится рисунок. Здесь получше. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас это нужно грубо обточить, а потом уже доводить более мелким зерном. Изначально нужно, чтобы потом не расколоть кольцо, потому что был у меня неудачный опыт, нужно сначала отполировать, довести до точного размера внутренний диаметр. Намотал на самое большое сверло, которое только влазит в дрель, наждачную бумагу 320 номера. И сейчас внутри буду аккуратно доводить. Думаю, по размеру достаточно, и уже можно доводить более мелким зерном. И также фиксирую с помощью изоленты. И теперь можно добавить немного водички. Процесс пойдет гораздо лучше. Ну и теперь нам нужно грубо обработать снаружи, придать форму кольцу.
Делать это буду с помощью болгарки. Так что включаю на самых низких оборотах. Ну и теперь, ребят, попытаюсь все это дело довести уже вручную. С помощью такой приспособы получается строго под 90. То есть кусочек фанерки, здесь приклеена абразивная сеточка. И вот таким образом обрабатываю по кругу. Аккуратно с помощью изоленты насадил на сверло. И сейчас на самых низких оборотах буду обрабатывать. Тут, ребят, самое главное дело не спешить и делать все очень-очень аккуратно, потому что кольцо может вырвать из рук и просто расколоться. Практически все готово. Нам остается только отполировать. Буду это делать с помощью болгарки, войлочного круга и полировочной пасты 3M. Ну и последний штрих. Отполируем дополнительно внутри. Наносим пасту полировочную. Ни в коем случае, ребят, не рекомендую полировать изделие из дерева с помощью пасты Гои. Она забивает все поры зеленым. В общем, ребятки, вот такая красота получается. Из куска неприметной старой древесины, которая валялась на улице, никому абсолютно не нужна была, получается вот такая красота. Но мне очень нравится, что получается. Ее можно полировать до бесконечности. Я ее, конечно, не до идеала отполировал, но этого можно добиться, еще потратив часик-полтора на это. Я, признаюсь честно, немножко спешил, потому что уже конец дня и скоро выключат свет. В общем, но результатом, тем, что получилось, я очень доволен. Таким образом, имея минимум инструмента, абсолютно без всяких станков, только ваши руки, ваши желания и старания приводит вот таким замечательным результатом. Ну, роскошно получается, просто роскошно. Вот этот рисунок необычный. Для работы с эпоксидкой можно использовать материалы, которые буквально валяются у нас под ногами. Эпоксидная смола очень хорошо их скрепляет. И в конечном итоге можно получать вот такой вот обалденный волшебный эффект. Вот так, друзья, уделяя буквально по часику несколько вечеров, можно сделать волшебный, незабываемый подарок для своих близких и родных. Для тех, кого вы любите. Это самые бесценные подарки. Те, которые невозможно купить за деньги. Те, в которые вы вложили свою душу, свое сердце, свое старание. Поверьте, друзья, это будут самые приятные и самые памятные подарки. В общем, а у меня, друзья, на этом все. Надеюсь, то, что у меня получилось, вам понравилось. Поддержите лайком. Всем пока, друзья. До новых встреч.